Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о том, как формируется скрученный таз. То есть скрученный таз — это такое понятие, которое я ввел в свою систему, потому что разные люди в разных системах подразумевают под скруткой очень разное. В остеопатии одно, в кинезиологии другое, вообще непонятно что. В мануалке тоже. Поэтому я ввел свои понятия. И давайте я коротко расскажу, что такое скрученный таз и как он формируется. И почему сидение нога на ногу как раз и формирует скрученный таз. Итак, мы имеем наиболее частое такое явление, это наклон таза вперед. То есть если предположить, что это таз, он выполняет такой наклон вперед. И чаще всего именно поворачивается таз синхронно. То есть обе половины таза поворачиваются вперед. Поближе покажу, что таз синхронно поворачивается так вперед. Синхронно. Обе половины таза наклоняются вперед. Это называется наклон таза вперед. И у таза есть три кости, которые подвижны, то есть они могут двигаться друг относительно друга. Соответственно, есть возможность наклоняться тазу вперед не синхронно, обе половины, а только одна. Когда одна половина наклонилась, а вторая нет. И это приводит к такой тазу, который выглядит как пропеллер. Это я и назвал скрученный таз. То есть, если нарисовать, то получится, что одна половина, давайте другим цветом нарисую, осталась на месте, а другая наклонилась сильнее, видите? Потому что это происходит, когда укорачивается мышца с одной стороны. И это приводит к скрученному тазу, а это, в свою очередь, меняет положение крестца и делает скрутку позвоночника. Об этом я уже рассказывал, там есть ролики на моем канале. А теперь давайте задумаемся, как же формируется этот скрученный таз. И оказалось, что причина очень банальна и проста. Очень банальна и проста. Это сидение нога на ногу. Сидение нога на ногу. И почему сидение нога на ногу приводит к таким явлениям, я сейчас объясню. Почему таз наклоняется вперед? Есть две основные причины. Это укорочение пояснично-подвздошной и прямой мышцы бедра. Обычно укорачивается одна из них. Почему? Потому что эта мышца начинает становиться нагружена в коротком состоянии. Давайте я нарисую. То есть допустим, сидение. И в таком положении сокращена либо пояснично-подвздошная, либо прямая. Точнее, они сокращаются обе, но нагрузку ложится на какую-то одну, потому что нет смысла нагружать сразу две. Тело экономит силы. И чтобы сэкономить энергию, она укорачивает одну из этих мышц. Укорачивает одну из этих мышц, и таким образом мы получаем наклон таза. Но очень-очень распространенное явление именно скрученный таз, когда одна половина наклонилась. Из-за чего это происходит? И давайте посмотрим, что произойдет, если человек положит ногу на ногу. Да? То есть, как это нарисовать-то? Так, наверное, да? Да, я прямую мышцу уберу сейчас. Так это будет. В таком положении, когда лежит нога на ногу, то получается, что нижняя нога получает дополнительную опору. Причем опора идет в этой точке, выше колена, здесь. Получается такая дополнительная опора. И таким образом, пояснично-подвздошной мышцы с этой стороны, ей легче создать усилие, потому что точка опоры становится сильней.
А на второй ноге точка опоры теряется, потому что здесь нету, не на что опереться, да? Она висит в воздухе. Она не стоит на полу. И поэтому вся нагрузка ложится на одну мышцу. И таким образом укорачивается одна мышца, а вторая нет. И, соответственно, у вас таз начинает скручиваться. Вот. Это так формируется скрученный таз из-за пояснично-подвздошной мышцы. Если же человек держит ногу, кладет не нога на ногу, а скрещивает на уровне лодыжек. Давайте я вот это тоже уберу. На уровне лодыжек, то есть нога будет скрещена вот здесь, то тогда опору дополнительную получает прямая мышца бедра. Потому что получается вот сюда точка опоры. И вот эта нога, она как бы получает такой упор. То есть сюда, вперед, она не может сдвинуться, потому что ей мешает вторая нога. То есть на уровне вот лодыжек перекрещенные ноги. И таким образом получается, что перегружается только одна прямая мышца. И это приводит к скрученному тазу из-за прямой мышцы бедра, но только одной. Поэтому как бы вот так и формируется скрученный таз. То есть основная причина — это сидячий образ жизни, причем несимметрично, когда нога на ногу или ноги перекрещены. Потому что тогда перегружается одна из этих мышц, и таз начинает неравномерно скручивать. А это приводит к большим проблемам, к болям в спине. И не только в спине, потому что весь позвоночник становится скрученным. Так что вот такие привычные вещи, к которым мы настолько привыкли, что не обращаем на них внимания, они на самом деле очень важны. И на первый взгляд, ну все так сидят, да? Кто вот, если впервые вы смотрите мой канал, вы скажете, а все так сидят. Но я как специалист вижу, что симметричный таз встречается очень редко у кого. В основном скрученный таз практически 90%. Потому что люди сидят вот так несимметрично. Сидят много и несимметрично. Поэтому, чтобы избежать таких вещей, надо сидеть симметрично. И я советую делать что? Заводить, во-первых, держать ноги таким образом, чтобы тазобедренный сустав был выше коленного сустава. А во-вторых, ноги подгибать под стул. Потому что в этом случае у вас пояснично-подвздошная будет иметь большую длину. Раз, она как бы вытянется. А во-вторых, она будет в натянутом состоянии. То есть без напряжения она будет создавать усилия, которые держат поясницу. И если произойдет ее укорочение, то вот именно в таком положении она потеряет способность к удлинению, в таком растянутом положении. И тогда, когда человек встанет, у него не произойдет наклона таза вперед. У него не произойдет вот этого вот. Более того, если нагрузка легла на прямую мышцу бедра, тогда телу незачем задействовать пояснично-подвздошную. И таким образом вы избавитесь от вот этого нарушения осанки, свойственного нашей цивилизации. Да? Практически 99% людей имеют вот такое вот нарушение. С него начинается, вот именно из-за сидения. Поэтому опускайте колени ниже и под себя, да. Идеально это как сидят японцы. То есть вот это вот положение дзадзен, да. Вот такое вот. Тоже подушечка небольшая и вот так. Вот в таком положении не будет никакого наклона таза, формироваться не будет. Вот. Но мы можем даже на стуле частично это имитировать. То есть, чем сильнее вы загнули колени под себя, тем меньше у вас будет нарушение в осанке из-за наклона таза.